Всем привет! Сегодня 23 августа 2021 года. И я хочу показать вам свою ипомею батат декоративную. И покажу батат, который у меня растет для еды на огороде. Вот такая ипомея батат. Здесь посажено 3 кашпо. В каждом кашпо, наверное, 2 растения. В каком-то, вот в этом кашпо одно растение. Значит, было у меня 5 сортов ипомеи батат, но они у меня плохо сохранились. Сохранились только вот такой сорт Леди, по-моему, Леди Фингер. Вот такой зеленые листья и коричневый стебель. Такой, он даже и не коричневый, а немножко бордовый. Она очень хорошо, эта ипомея, сохраняется. В отличие от ипомеи с салатовыми листьями. Green Light, по-моему, у меня еще была, но она не сохранилась. И, по-моему, ночное кружево, или как-то так еще была у меня одна ипомейка, она тоже не сохранилась. И вот такая сохранилась ипомея, сохранилась у меня еще, я ее тоже высадила сюда вместе с этими кустами. Это Blackton, по-моему, ипомейка. Но я сейчас вам покажу эту ипомею Blackton. Но она идет у меня как декоративная. И заказывала я эту ипомею как декоративную. Но ее я сейчас вам покажу. Она растет у меня в огороде. Что я с ними делаю? Поливаю, подкармливаю. Подкармливаю так же, как и все свои цветы. До середины июля подкармливала удобрением, в которых больше азота для нарастания зеленой массы. То сейчас цветы я уже в августе начала подкармливать в конце июля. И в августе начала подкармливать удобрениями фосфорно-калийными. То ипомею продолжаю кормить азотным удобрением. Потому что цветов у нее практически не было. Было всего 2-3 цветочка. У нее очень декоративная красивая листва. Поэтому я ее продолжаю подкармливать азотными удобрениями. И покажу ипомейку, которая не поместилась у меня в кашпо. И она у меня сейчас на улице. Здесь у нас лавочка, забор. И та же ипомейка у меня на улице. Разрослась. Больше грунта, больше питания из земли. И она очень хорошо разрослась. Вот даже есть цветочек. Он раскроется скоро. Да, цветочков здесь было побольше. Вот еще. Цвет у ипомеи это не основное качество. Основное качество это декоративность листьев. Вот такая ипомейка, которая растет в грунте, разложилась на 2 метра. Эту ипомею я почти, по-моему, один раз всего за лето подкормила. И больше ее не трогала. Сейчас пойдем на огород. Я вам покажу просто батат, который у меня растет в огороде для питания. И вот такие заросли пищевого батата. Закладывала клубни батата я, по-моему, в феврале на проращивание. На моем канале есть видео, как я проращивала батат. Поставлю в конечной заставочке, поставлю это видео. Переходите, смотрите, как его проращивать, как ухаживать за пророщенными росточками. Вот еще у меня батат. И вот это же ипомея Blackton. Я ее покупала как декоративную ипомею, но она образует клубни. Поэтому в этом году один росточек у меня выжил. Когда я его пересаживала, я увидела клубень, несколько клубеньков, и я
посадила эти клубеньки на огород в почву, чтобы наросли такие большие клубеньки на следующий год, чтобы было и для кашпо, и в огород для еды. И смотрите, какие огромные листья. Вот она разрослась. Очень такая массивная, длинная лиана. Значит, сажала я этот батат уже пророщенными ростками в ряд. Между рядами давала 50 сантиметров. Как я его сажала? На возвышенности. Делала возвышенность из земли примерно сантиметров 15-20. На эту возвышенность сажала уже проросшие росточки. И между рядами у меня было сантиметров 50. Но скажу вам так, для батата 50 сантиметров это ничего. Нужно давать, ну, наверное, примерно метр между рядами. Потому что 50 сантиметров, смотрите, листва всех сортов слилась в один большой ком. Это отдельный сорт. Рядом вот этот Black Tone. И рядом еще один сорт батата. Это примерно такой же, как у меня растет декоративный, но у декоративного батата, хотя это тоже такой же, как и декоративный батат. Вот они выращены у меня тоже вот такими, тоже зеленые листья и темный стебель. Я уже задумываюсь, что батат для еды и декоративный проращивают из вот такого огородного батата. Здесь у меня 3 сорта, 2 ряда. Дальше у меня идет вот такой батат. Почему-то он сильно слабенько начал расти. Еще один ряд точно такого же батата, как и там. Вот такие листья. И еще один сорт. Сейчас обойду сюда. Покажу вам ближе. Вот у меня мои хризантемки ряд растут. Вот такой еще батат. Но здесь стебель идет зеленый. Листья почти одинаковые с Леди Фрост. Вот не помню, как она называется. Декоративная, которая у меня осталась. Но здесь стебель, в отличие от того сорта, стебель зеленый. Вот такие заросли батата. Когда начнем убирать его, какое время, я обязательно сниму видео и покажу, какие клубни, как он у нас вырос за лето, какие клубеньки у нас получились. На этом обзор заканчиваю. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр.